Добрый день. Сегодня я решил сделать видео сравнение, насколько увеличилось качество видео за период от VHS до Ultra HD и где происходили большие прыжки в качестве. Для начала давайте я вам покажу эту фотографию целиком на большой экран, и вы посмотрите и попробуйте угадать, где какой. Ну, наверное, можно сразу понять, что вот это VHS, да, как бы тут сложно не угадать. Плюс здесь, смотрите, здесь разница в чем? Здесь это в 1080p вывод, из-за этого вот здесь вот появляется синяя полоса, потому что скейлер какой-то кривой, похоже, у этого аппарата. А это вывод в 576i, то есть в интерлейсе. Но здесь тоже не все хорошо. Мало того, что вот сверху вы видите это синхроимпульсы, похоже еще и проблема с тем, что он замыливает изображение в этом режиме. Я не знаю, как у него это получается, но факт остается фактом. То есть 1080p хоть и имеет проблему, вот смотрите, вот при выводе в 1080p мы на самом деле имеем 50 кадров, но при этом каждый полукадр он выводит отдельно. За счет этого изображение разное, то есть оно постоянно двигается. В 576i, соответственно, такого нет. Вроде как более правильное изображение, но в реальности оно выглядит более замыленно, и еще и полосы интерлейса появляются. Хотя, когда, если мы смотрим на телевизоре, это менее заметно. Далее давайте я вам покажу, какие варианты, а вы попытаетесь угадать, где, кто из них DVD, кто из них Blu-ray Remux, а где Ultra HD. Итак, соответственно, это у нас VHS. Я думаю, мы его сразу можем отличить от остальных. Это то качество, которое выдает DVD-плеер 576i. Это Oppo воспроизводит BD Remux. Это Oppo воспроизводит этот же DVD в 576i, но с апскейлом до 1080p и плюс добавлен немножко Sharp. Если бы я не добавил Sharp, то вот это изображение и вот это изображение, они были бы равны. А вот это Ultra HD. Как видим, DVD, если не присматриваться сильно к деталям, выглядит вполне прилично. Нельзя сказать, что он прямо сильно хуже. А вот BD Remux и Ultra HD почти не отличаются. Ну, фактически так оно и будет, потому что когда делают постпродакшн, то используют процесс 1080p. Из-за этого на последнем этапе Ultra HD получается обычным апскейлом. То есть в большинстве случаев при таких релизах мы почти не имеем дополнительных деталей по сравнению с BD Remux. Максимально мощный переход был именно с VHS на цифру. Это действительно колоссальный переход, который виден просто, даже присматриваться не надо. Теперь давайте я вам покажу, когда DVD проиграет. То есть DVD может смотреться близко по качеству именно в таких вот сценах, то есть когда передний план. Но у DVD есть очень большая проблема с задним планом. В чем это проявляется? Давайте я вам покажу. VHS, лица на заднем плане, ну, мы их вообще не видим, да? Какое-то пятно, не более того. Вот это DVD. Мы уже вполне отчетливо видим лица, и в целом все прорисовано хорошо. Но если я включу BD Remux, то вы видите, что резко увеличилась четкость заднего плана. На крупных планах, когда есть только передний план, когда нету чего-то на заднем плане, такой разницы большой вы не увидите. Ну, естественно, переход на Ultra HD меняет только цвета. В зависимости от релиза вы можете получить расширенную цветовую гамму, но разрешение вы почти не увидите разницы. Только в фильмах, которые сняты и монтированы в нативном 4К, да, там вы увидите настоящие реальные детали. Вот, собственно, DVD. Это именно при воспроизведении 576i. А вот DVD, но с выходом 1080p у этого плеера. Как видим, есть проблема. Скейлер, похоже, был древний, все-таки аппарат 2010 года, то в 1080p он
Upscale делал неправильно. То есть он поля фактически писал в отдельные кадры в 50p. И, соответственно, уже при воспроизведении такое видео будет воспроизводиться как 50p, и каждый полукадр будет воспроизводиться как кадр. За счет этого у нас будет такое вот дрожание. А вот Oppo, что в 1080p, что в 576i выводит правильную, замечательную картинку. Если мы посмотрим на сравнение вот на таком крупном объекте, но где много цвета, здесь вы уже, конечно, видите достаточно большую разницу в четкости. Но вот лицо крупным планом не такая сильная разница. Да, это вот DVD-плеер вот так вот выводит, кстати, в 1080p, а вот так он выводит 576i. То есть видно, как портится картинка скейлером. Но в целом DVD не вызывает отвращения даже на большом экране 77 дюймов. С 2 метров смотрится вполне прилично. А если у вас экран меньше, будет смотреться почти неотличимо. Специально проверял, на 24-дюймовом экране с 2,5 метров даже VHS-кассета смотрится более-менее. То есть на самом деле все зависит от угла зрения. Чем больше экран и чем он к вам ближе, тем заметнее вот эти вот проблемы. Проблема аналогового изображения VHS не только сама картинка вот такая вот, а проблема в том, что дважды захватив изображение, один и тот же кадр будет разный. Потому что то, как блок головок прочитает, зависит исключительно от случайностей. То есть повторяемость результата отсутствует. Давайте еще один пример рассмотрим. Это фильм Top Gun Maverick. Он имеет нативное 4К, уже без использования апскейла, по крайней мере, как минимум утверждается на сайте blu-ray.com. И также он имеет рейтинг 5 по качеству изображения в 4К. То есть теоретически это должно быть качественное изображение, и разница между 4К и 1080p должна быть достаточно большой. Вот этот фильм в DVD, версия с DVD. Так как фильм в формате NTSC, то есть проблема, почему-то он, во-первых, изображение расширено, то есть неправильно вытягивается. И самое интересное, есть разница между плеером, например, Oppo, как он выводит цвета, и всеми остальными плеерами, которые я попробовал. То есть Oppo выводит правильно цвета, то есть он, как я понимаю, более верно восстанавливает из BT601 в BT709. А вот, например, Siam Player. Видите, он делает более насыщенный цвет. Также еще пробовал Dune 4K на S905X4, который для качественного вывода DVD подойдет не каждый плеер. Да, еще, например, все эти плееры, вот, например, Oppo, он понимает, что здесь прогрессив и есть 23976 и делает пулдаун, но делает пулдаун не в 23976, как и должно быть в исходнике, а в 24 кадра. А Siam Player и Dune выводит это видео просто как 59 кадров. То есть они не распознают пулдаун. Поэтому для DVD, к сожалению, подойдет не каждый медиаплеер, скорее всего, почти никакой, я думаю. Поэтому нужно искать Blu-ray плеер аппаратный без поддержки 4К. Более правильно будет выводить изображение с точки зрения растягивания и пулдауна и всего остального. Итак, это у нас DVD, это Blu-ray, и четкость появляется, конечно. Ultra HD. Разница между Ultra HD это, во-первых, более насыщенные цвета, особенно красный цвет слева книжка или что это. Это опять Oppo выводит DVD. И, соответственно, вот они все вместе теперь уже вот это вот нативное 4К в оригинале. Это двухкратный апскейл для Full HD, и это DVD, тоже при двукратном апскейле уже из 1080. И что же мы видим? Если обратить внимание на четкость изображения, то Ultra HD буквально на немного имеет большую четкость. То есть какого-то прямо там бешеного, двухкратного, тем более, увеличения четкости нет. Просто немножко четче, не более того. Но за счет HDR и расширения цветовой гаммы, да, Ultra HD будет смотреться более красиво. Но с точки зрения разрешающей способности,
разница между Full HD и Ultra HD, скажем так, минимальна. Вот такая вот особенность. Ну что ж, к какому выводу мы пришли? VHS – это действительно вещь, которая уже должна давно быть забыта и закопана. Но, как ни странно, если вы посмотрите сейчас на барахолки, то удивитесь, видеомагнитофоны стоят каких-то бешеных денег. По 100, 150, даже 200 тысяч рублей. Видеокассеты умудряются тоже продать по 300-1000 рублей. И я, если честно, я в шоке был от того, что это происходит. Логика покупки того же видеомагнитофона есть только для того, чтобы посмотреть какие-то свои старые кассеты, если вы их еще не оцифровали. Это единственное, для чего, возможно, есть смысл купить видеомагнитофон. Потому что то качество изображения, которое мы получаем на нем, ну, ни в какие рамки сейчас не идет. В то же время DVD смотрится до сих пор вполне прилично даже на больших экранах, не говоря уже о обычных средних, там 42-55 дюймов. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, вам было интересно увидеть разницу и вспомнить, от чего мы ушли и какое изображение мы теперь имеем возможность смотреть. Конечно, получается, буквально за 25 лет мы пришли от изображения слева до изображения справа. И если мы их сравним, то могу сказать, что мы живем в счастливое время. У нас есть возможность смотреть в максимальном качестве изображения и наслаждаться фильмами. На этом все. Всем приятного просмотра.